Что со второй частью Дюны? Смог ли режиссер раскрыть мир? Смог ли он сделать его лучше, сделать интереснее? Как продолжается сюжет? Как раскрывается вселенная? Получилось ли у Дюны второй быть крутым продолжением первой части? Здорово, сегодня меня зовут Андрей, и я хочу с вами поделиться в моих впечатлениях после фильма «Дюна 2». It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. Еще позавчера я ходил на премьеру, и у меня скомканные впечатления. И сегодня я хочу об этом рассказать. Начать хочу с того, что я обожаю Дэни Вильнева как режиссера. Я считаю, что это один из самых охуенных режиссеров в Голливуде на данный момент. Из его фильмов я смотрел практически все, вот самые популярные. Я вот сейчас на экран посмотрю и вам перечислю. Это «Пожары», «Пленницы», «Враг», «Убийца», «Прибытие», «Бегущий по лезвию» и вот «Первая Дюна». И если бы меня спросили люди и сказали: слушай, а ты можешь описать, типа, как снимает Дэни Вильнев? Тяжело прямо сходу сказать, какой у него стиль. Потому что у Нолана, да, есть какие-то выебоны, свои какие-то приколы. В то время как у Вильнева он как будто бы снимает так, как всем привычно, без каких-то особенных сюрпризов и фейерверков, но при этом он снимает интересно. Он снимает не банально, не так, как вот в Голливуде каждый второй фильм, вот типа эти все супергеройские фильмы и так далее. Он снимает интересно. И вот я почувствовал у него вот этот его стиль. Не банально рассказать историю, чтобы было вот какое-то напряжение постоянно в атмосфере, чтобы вот этот мир, он как-то расплывался, чтобы не было какой-то спешки показать кадр за кадром. У него есть вот свой стиль, вот очень такой тонкий, незаметный, но вот я вот его прочувствовал, и мне его даже тяжело описать. Больше всего я, наверное, его прочувствовал в фильме «Убийца», «Сикарио». Это когда, ну, типа, там, спецоперация какого-то там типа американского спецназа где-то там в пустыне, в Мексике, и где в конце смысл всего этого фильма в том, что там, типа, вот крутой спецназовец, наемник американский, он мстит за то, что картель, там, глава картеля мексиканского убил всю его семью. И вот в конце, я не хочу спойлерить, но те, кто смотрел этот фильм, они знают эту офигенную сцену, где он все-таки мстит за свою семью, и мстит очень жестко, грубо, и вот эта сцена, она прямо тебе запоминается в мозг, она тебе въедается, она очень впечатлительная, она неторопливая, у нее вот этот вот такой... То есть Голливуд так не снимает, как эта сцена, вы можете себе это представить, вы можете со мной согласиться, если вы смотрели этот фильм, если вы эту сцену приметили. Есть офигенный фильм «Пленницы». «Пленницы», по-моему, это там, где играл Росомаха, забыл, как его зовут, и где этот Росомаха, короче, тоже там мстит то ли за свою дочь, то ли тоже там где-то мстит. Там очень много жестких сцен, и по стилю этот весь фильм мне напоминает корейский кинематограф. Корейские фильмы про месть офигенные. Вот сейчас они будут там на экране, например, там пару обложек. «Прибытие» тоже атмосферный по-своему. «Бегущий по лезвию» офигенный фильм. И мы приближаемся к фильму «Дюна». То есть Вильнев, ему дали, вот есть типа франшиза, сделанная по книге, которую никто не мог экранизировать, настолько она какая-то комплексная, большая. И вот Дэни Вильнев, давай, твой шанс сделать свою собственную вселенную, придумать ее и так далее. И вот, короче, первая Дюна выходит, я вообще дико проперся с нее, кайфанул просто на максимум. Мне понравился весь этот мир пустынный, хоть он был довольно такой простоватый, он немногогранный, там, как мир какой-нибудь Гарри Поттере или во «Властелине колец», или в «Матрице», или еще что-то. То есть вот есть пустыня, есть добро, есть зло, и вот они сражаются. Зло, максимальное зло, все темное, мрачное, черное, и есть добро, оно такое вот девственно чистое, оно неуловимое, приятное такое, не сделать никому никакого зла. Мне очень было интересно, как он продолжится, как продолжится эта вселенная во второй Дюне. И вот мы подходим, короче, ко второй Дюне. Вот я, значит, сходил в кино, и как-то, знаете, вот с самого начала Дюна вторая, вот она как будто не предлагает тебе ничего нового. Она тебе дает вот эти все элементы первой части, к которым ты привык, дает тебе главного героя, но
такое чувство, что весь сюжет идет по старой конве. Вот это вот классическая голливудская схема, когда вот сначала нас знакомит с персонажем, чтобы вы не заскучали, ребята, вот вам, держите немного экшена в начале. Потом появляется любовная история. Такое чувство, что можно было без нее обойтись, но ведь продюсерам наверняка хочется попасть вот эту, знаете, в этот сегмент зрителей и для подростковой аудитории, и для 30-летних, 25-летних и так далее и тому подобное. И, в общем, эта love story, она как будто вообще не к месту в этом фильме. Можно было без нее обойтись. Покажите мне злых героев побольше, расскажите мне про их мир, почему у них такая монополия вот в этом... Они же добывают песок, то есть они добывают этот песок, из которого, типа, спайс, который им заменяет воду, еду и все остальное. И вот, типа, расскажите мне про это больше. Покажите мне злую сторону, чтобы мне интересно было понять, насколько она, типа, крутая. И вот это вот, и я бы ощутил силу этой конфронтации плохих и хороших. Ну, короче, этого не показывают. Получается такое, что как будто мир во второй части идет по каким-то стандартным голливудским схемам. Знакомство, первая конфронтация, все это усиливается, любовная линия там, типа, начинаются вот эти сложности, потом начинаются, значит, там, типа, враги побольше, всего побольше, чуть побольше экшена. Когда это приходит к какому-то тупику, и, типа, ты уже не знаешь, а что дальше будет, вводят нового персонажа, типа, там, старый друг, все такое. В один момент полностью логика мира теряется. В первой части была очень прикольная такая построенная логика мира. Вот, типа, и мне, чтобы поверить в фильм, он должен быть склеен и должен соответствовать своим же законам. То есть, если, например, в первой Дюне ты ставишь в песок вот эту херню, которая вибрирует, делает, типа, такой вибрации куда-то там в землю, и, типа, это триггерит червяка, червяк такой, вот этот огромный червяк, который ползет сквозь всю пустыню, типа, сейчас я это съем. И вот, типа, его вот эта вот одна маленькая хуйня стригерила, он по всей пустыне едет, значит, он схавал эту штуку. То во второй части в начале тебе объясняют, что мы тут живем в пустыне в суперопасном мире, где мы должны даже типа ходить с осторожностью. То есть мы не можем просто шагать, знаете, типа так вот шаг. Мы не можем просто идти пошагать, как обычные люди. Мы должны шагать по-особенному. Мы должны типа сделать 2 шага, а потом сделать какой-то такой легкий поворот, пройти чуть прямее, и как-то типа мы должны идти не в такт. Вот. И когда мы хотим вызвать этого червяка, мы ставим эту хуйню, короче, типа в песок, она вибрирует, червяк приходит, это хавает, мы типа на него прыгаем, и он как бы наш этот типа троллейбус, наш автобус, и мы едем на этом червяке куда-то дальше. Так, короче, типа уже к середине фильма эта логика просто идет нахуй, потому что это, короче, уже не спойлеры, ребят, вообще похуй на спойлеры, фильм такой, ну, на самом деле, не знаю, я его в конце отрезюмирую, но я бы не сказал, что здесь есть какие-то спойлеры. Так, в общем, в середине фильма эта логика просто идет нахуй, потому что этот червяк вроде как должен появиться от простых шагов обычного человека по песку, а тут уже в середине огромная армия, типа сотни тысяч солдат ходят по песку, ходит какая-то огромная машина, которая добивает вот этот спайс, и вообще червяку похуям абсолютно. У меня сразу же в голове, типа, я как-то уже больше не верю. Мне как-то странно, я не понимаю этого. Потом был там другой момент. Значит, был момент, очень вводят клевого персонажа. Поскольку наш главный герой, я не помню, как его зовут, который вот играет этот знаменитый молодой актер, он превращается в такого некого подобия Нео, он типа избранный. В первой части были большие намеки на это, но во второй части его вот раскрывают как такого мега-чувака, мега-избранного. Огромные параллели я вижу во второй части с Матрицей. То есть я вижу, короче, прямо Нео в пустыне. Это, короче, реально Нео в пустыне. И вот, значит, у нас есть этот избранный, и он просто в какой-то момент начинает прокачиваться настолько сильно, что он фигачит всех своих противников просто на раз-два. Все эти машины, все эти железные там, все, что сотворило зло, чтобы сохранять свою монополию на этой бездушной и бесконечной пустыне, все, короче, ему просто вообще вот так вот. Он просто фигачит эти танки, он фигачит этих людей, никто ему ничего не может сделать. И в этот момент нужно ввести какого-то персонажа, который, типа, будет ему противопоставлен. И вот нам показывают, короче, этого чувака,
такой молодой, короче, гладиатор со стороны зла, который фигачит всех противников просто на раз-два. И нам показывают, как он перед многотысячной толпой рубит, короче, 3 чуваков вообще на изи, как мастер, который просто альфа тут пришел, главарь всего зла на этой земле, на этой пустыне. Это его любимчик, это его типа любимый киллер. И в общем, вроде как это типа чисто киллер, то есть он просто круто убивает, он просто гладиатор. Но в какой-то момент, через 10 минут, он уже главарь армии, генерал армии, и он снизвергает второго по рангу чувака во всем этом, во всей этой злой империи. То есть как-то вообще, в общем, как-то это не клеится. То есть был какой-то гладиатор, ладно, он крутой, он типа офигенный, но тут же он становится главарем армии, и тут же он с каких-то вот там типа третьих ролей, он переходит на самую вершину, и вот его вот так вот за какие-то там 5 минут его уже так запромоутили, что он сейчас, по сути, главный антагонист нашему главному герою. И мне в это тоже как-то перестало вериться, знаете. Я как-то не впечатлен. То есть, либо, я не знаю, может быть, продюсеры такие: давай, Дэнни Вильнев, давай, пожалуйста, давай не будем, типа, тратить хронометраж, можно побыстрее, пожалуйста, ввести его в игру, давайте сделаем это все четко и побыстрее. И вот, короче, вот в этот момент я начинаю сомневаться в этом мире, он меня уже не так пропирает. И как-то вот все как-то мне напоминает слишком сильно эту типичную голливудскую историю. Когда у нас есть мир, когда у нас есть главный герой, у нас есть всякие там для него испытания. Вот, у него самое крутое испытание вот с этим мега-антагонистом, который типа вообще, казалось бы, непобежденный. Не буду уже конкретно говорить, что произойдет в конце, но никаких сюрпризов там не будет. Я бы ожидал сюрпризов, как в фильме с Сикарио, где в конце чувак просто, расстреливает семью этого мафиозника и смотрит на его реакцию, а потом убивает еще и мафиозника. Капец. Вот эта сцена, я ее вот посмотрел, наверное, лет 8 назад, я ее помню вообще, вот как будто это было вчера. А здесь как-то, какой-то проходничок. Я вот пока это все говорю, вы можете подумать, да, что-то как-то фильм такой средненький. Я хочу вас немного зарядить оптимизмом. Фильм не настолько плох, потому что это Дэнни Вильнев. Дэнни Вильнев умеет снимать. Возникло у меня ощущение, что ему просто дали вот этот сюжет, сказали: давай нам классическую историю, вообще ничего не надо рисковать, не надо никаких опасных сюжетных поворотов. Слушай, дай нам, пожалуйста, просто вот эту вот историю, которая всем понравится, мы срубим бабла и пойдем дальше снимать 3-ю часть. Давай так сделаем. И он сказал: ребята, без проблем, сказано, сделано, сделаю как вам надо, но сделаю интересно. И вот самое прикольное, что история реально, вот я видел эту историю в 1000 раз, миллион раз я слышал ее, и в сеттинге каких-нибудь там Звездных войнов, и в сеттинге каких-нибудь там, не знаю, Робинов Гудов, еще всякой хуйни. И вот, наконец-то, есть такая история в сеттинге Дюны. Она не блещет умом, она не блещет какой-то логикой, она просто ничего выдающегося, но она снята режиссером, который умеет делать напряжение, который умеет делать интересно. И она реально снята круто. То есть я смотрел этот фильм в кинотеатре, я просто проперся с саунд-дизайна, то есть как сделаны звуки, как сделаны эффекты, как показана пустыня. У Дэнни Вильнева есть вот этот талант снять несколько сцен каких-то вот таких, где ты себя просто вот ощущаешь себя этим персонажем в этот конкретный момент времени. Там была классная сцена о том, что вот типа чувак, про главного героя, говорят: ты типа избранный, ты, короче, наш, ты избранный, и сейчас ты должен пройти через испытания. Они такие сидят на горе, знаете, как по-пацански так сели в позе лотоса, такие: иди вот на эту, короче, гору пустыни, сядь, короче, на нее, воткни вот эту хрень в песок, чтобы позвать червяка, червяк приедет, и ты, короче, на него прыгни и покатайся на нем. И он, значит, эту штуку берет, он такой весь собрался с духом, он взял всю мужскую силу
взобрал в себя внутри, пошел, короче, на эту гору, воткнул. И вот в этот момент, когда он втыкает эту штуку, есть ощущение, что сейчас приедет этот червяк, и сейчас ему нужно будет на него напрыгнуть, и как он его ждет, и как этот червяк, короче, и просто с горизонта появляется, и вот так вот на тебя так медленно-медленно-медленно приближается, и как, типа, эти его друзья и вот эти все соратники такие, блядь, типа, это самый большой червяк, которого я видел в моей жизни, ёб твою мать, что же с ним будет, блядь, наверное, он точно умрет сейчас. И вот этот червяк приближается, тот берет такие эти свои, я не знаю, ну, типа, знаете, как хуки, за которыми нужно цепляться. Он, типа, такой взял эти хуки, такой, сейчас, типа, блядь, мне тоже нервозно, да, я избранный, я пиздец альфач, но что-то мне тоже волнительно. И вот он, типа, проезжает, этот червяк разламывает эту пустыню, эту гору на две части, песок начинает сыпаться внутрь, все начинается, короче, водоворот такой, только песочный водоворот, и он, типа, падает, ни хрена не видно, везде пыль, везде, короче, этот весь ветер, он берет эти хуки, хватается, и вот он ухватился за этого червяка, еле его, он, типа, почти падает, а потом он встает на него, и победа, типа, все, он типа, оседлал этого огромного червя, и все такие, е-е-е! Вот, и, короче, вот такая история, блин, я тоже, вот эта сцена, она даже круче, чем все, что было в финале, потому что все, что было в финале, это вот типичная голливудская вот эта вафля, типичный голливудский попкорн, который вот отработанная схема, по которой мы знаем, вот то, что нужно людям, дайте вот именно вот такой сюжет, пусть они, короче, его посмотрят, им все понравится. И вот это меня раздражает. А вот таких сцен, в которых в которых как раз и раскрывается Дэнни Вильнев, вот именно вот в таких штуках, это просто супер. При условии, что сюжет так себе, но фильм все равно удался, и фильм все равно качает, и его интересно смотреть, потому что Вильнев умеет снимать интересные сюжеты. Эффекты, взрывы, вот эта вся пустыня, как ее показали, это безумно красиво. Поэтому вот такое у меня мнение. Я считаю, что хоть при всей слабине сюжета, фильм все равно офигенный. Он получился классный, и это не шедевр, это не какой-то хороший фильм, который я бы всем рекомендовал и поставил бы в топ. Это просто классная работа. Режиссер смог вот из такой, наверное, его со всех сторон вот так вот прижимали, жали, что типа вот сделай так, а вот этого лучше не делать, и он все равно смог сделать офигенный фильм, который не сюжетно следует всем штампам Голливуда, а визуально он очень хороший, самобытен. Вот так вот. Поэтому я вам советую, посмотрите, если хотите. На этом все. Пока.